Дима, ты решил показать, как ты здесь сидишь нормально? Люди не поймут, что происходит. Сейчас хороший кадр, а он теперь не выйдет. Тигран, все. Все, я тут. Ты за кепку хочешь еще деньги? Хочешь деньги? Не вздумай спал. А ну включи. Да, нажимай, вот это. Надо. Да он больше, чем ты испугался. Всем привет, это канал Loud Sound, и у нас сегодня необычный обзор. Необычный, потому что мы раньше не снимали Демокар Пионер. Необычный, потому что Демокар Пионер ни разу не делался в ателье Loud Sound. Наверное, самый громкий Демокар в России на компонентах Пионер. Еще необычный, потому что мне как светит в глаза солнце. Вначале то, что всех обычно интересует, очень часто просят называть бюджет, стоимость инсталляции. Здесь у нас бюджет получился 3 миллиона рублей, но вместе с автомобилем. Под этот проект был куплен абсолютно новый автомобиль Suzuki Vitara, и стоил он 1 миллион 100 рублей. Все остальное ушло на звуковое оборудование и работу. Ну, это в розничных ценах. Естественно, я думаю, компании Пионер вышло железо чуть дешевле, чем розничные цены. Очень культурные ДПСники из города Тула, прикомандированные. Очень культурно нас выгнали оттуда, сказали, там лучше не стоять. Выбор автомобиля, конечно же, не случайный. Заказчик японская компания. Это действительно так, нам обратилась компания Пионер. Это первый такой наш заказ. Этот автомобиль призван представлять компанию Пионер на различных соревнованиях, как шоу, как демка. Соответственно, нужно было сделать громко, красиво и стильно. Меня снимает сейчас Тигран. Это у нас редкое явление в последнее время. В кепке Пионер. Все-таки заплатили, да, тебе бабла? А тут ты уже не отмажешься. Нам заплатила компания Пионер. Ну, Тиграну, да? Ну, не доплатили реально. 1300. Мало заплатили. Сейчас самое время сказать про то, что ты заплатил. Да, заплатили нам за этот, ну, не обзор, но за автомобиль. А обзор почему-то опять бесплатно я снимаю. Начнем по традиции с под капота. Да, на, снимай. Нет, ты открывай, а я снимай. Ой, да ладно, смотрите, бюджетный автомобиль на газлифтах. Какой мотор у нас неизвестно, скорее всего 16-вольтовый. Есть турбина. Вот это турбина? Да. По-моему, это не турбина, Тигран. По-моему, это коллекционер называется. Ну, или да. А, вот крыльчатка, точно, турбина стоит. Не затроллят меня в комментариях хоть на этот раз. У нас стоит кастомный генератор то ли GND, то ли GND, но так как мы находимся в Ростове-на-Дону, он называется правильно GND. Литий 100 ампер часов стоит спереди, 700 еще стоит сзади. Я бы сказал, что покажу вам его чуть позже, но я вам его не покажу. Он у нас закрыт, но, возможно, будут фотографии. Здесь стоит дистрибутор с лазерной гравировкой Пионер. 4 протяжки нуля у нас уходят назад, 1 на генератор и 3 на задние аккумуляторы. Под капотом, собственно, смотреть больше нечего. Нужно, конечно же, отметить газлифты. И я не пойму, они здесь установлены кастомно или это завод ставит? Понимаю, что вот... Но эта штука все равно осталась. Мы недавно видели, да, этот такой же прикол, что в Весте, по-моему, это было. В передних, в задних дверях и в тыловой части у нас установлена полностью акустика серии Pro. Pro расшифровывается как Pioneer Reference for Open Show, и получается, что эта акустика именно для такого рода инсталляций и создана. TS M650 Pro мидбасы установлены в передней двери 16,5 сантиметров в паре с твитерами B350. Эти 16,5 сантиметровые мидбасы у нас воспроизводят, наверное, самую широкую полосу. Основной звук идет с них, соответственно, когда слушатель или слушатели находятся в салоне, они слышат именно эту двухполоску. На улицу же у нас гораздо больше полос, и из-за этого мы можем добиться большей громкости без потери качества. Мидбасы у нас воспроизводят частоты примерно от 80-100 Гц до 5 кГц. Твитеры у нас играют от 7 кГц. И, собственно, для перекрывания остальных частот, которые вот эта дверь не воспроизводит на улицу,
у нас нужны задние двери и тыл. С задними дверьми все просто. Здесь у нас установлена одна полоса. Это TSM 800 Pro мидбасы. И мне очень понравилось, как они играют. Мидбасы оснащены фазовыравнивающим телом. Это называют пулей еще в простонародье. Почитайте, очень много статей есть по этому поводу. В теории, что делает фазовыравнивающее тело. На практике же вот все динамики, которые я слышал с этой пулей, она помогает играть динамику выше. Соответственно, у нас вот этот мидбас очень здорово лупит по низам 80-100 Гц и в принципе добивает до довольно внушительных верхов. Но чтобы выжать больше мощности из них именно на миде, а сверху они подрезаны достаточно рано. Вы скажете, что мало 6 твиттеров 350-х, но здесь у нас в игру вступает тылуха, а по тылу у нас все гораздо серьезнее в плане средней и, скажем так, выше средней частоты. На самом деле я бы добавил твиттеров, мне не очень нравится самый верх, можно больше, его чуть-чуть здесь не хватает, но в принципе систему мы относительно твиттеров выровняли, но как бы можно по громкости идти дальше, можно запустить громче драйвера, вот эти вот эстрадные сабвуферы, так их назовем, хотя больше хочется назвать их мидбасами, если у нас будет большее количество твиттеров. Сейчас это все играет ровненько и достаточно, если близко стоять, прямо скажем, больно. В основном это происходит из-за вот этих вот сумасшедших драйверов, называются они DR250 Pro, и рупора, которые на них накручиваются, называются, я все равно не скажу как, вот здесь написано, я не могу запомнить это название. Смысл в том, что сам драйвер продается отдельно от этого рупора, можно установить его в дверь, при этом громкость будет ниже, звук будет прекращаться раньше, то есть рупор дает возможность толкнуть звук на дальнее расстояние, при этом и расширив угол, на котором этот звук воспроизводится. Естественно, без него драйвер будет играть тише, но если вот кто-то из вас отморозки захочет поставить это в салон, можете ставить. Это будет больно, но это будет, как это сказать... Приятно. Приятно от того, что те, кому вы это включите, удивятся. Эти адские машинки очень жестко чикают. Ну, если вы прям полный отморозок, можете начать от 500 Гц. Здесь они порезаны на примерно 700. Можете начать от 500 и где-то до 5-6 до 6 кГц они воспроизводят страшнейший вот этот верх середины. И на самом деле это очень громко. Здесь их стоит целых 6 штук. И, ну, я побоюсь соврать, где-то на полгромкости, да, они используются. Можно в них вливать еще и вливать, и это действительно страшно. Ну, смысла нет, потому что, конечно, тогда за ними теряется верх и даже мидбас. Про твиттеры не сказал, наверное, с первого взгляда показать, что это такие же B350 Pro, которые стоят в передних дверях. Ну, нет. Это их старшие собратья, они чуть больше, у них больше мотор, у них больше мембрана, и играют они громче. Но передние у нас забираются чуть выше, от этого может показаться, что 350-е играют более качественно. У 400-х диапазон чуть-чуть рубится раньше, но громкости с них можно вытащить больше. Я бы ставил эти твиттеры на улицу, ну, если вы хотите больше удивлять других людей. Если вы больше хотите слушать сами, я бы лучше ставил 350-е. Мне вот очень всегда их звук нравился, очень сложно их перегрузить, и живучие на самом деле они, как показывает практика. При этом ремнаборы у них типовые, если спалите, то в принципе не все потеряно, мотать не надо, новый динамик покупать не надо. Подходит от некоторых других моделей, но от фирменных пионеровских почему-то не производится. Я очень надеюсь, что Пионер в скором времени исправит эту ситуацию. Пока в принципе динамики ремонтопригодные, можете в Loud Sound обращаться, если кому-то нужны на них подвижки. Переходим к мидбасам TSW1200 Pro. Сейчас начинается такая эпоха тылов, производители один за другим начинают предлагать свои решения для этого. По сути это сабвуферы, но которые воспроизводят частоты выше, чем обычный сабвуфер. Обычный сабвуфер у нас, как правило, доигрывает до 60-70, в редких случаях до 80 Гц. Эти же лупят как раз вот это их стихия 80, 90, 100 Гц. Именно самый вот этот вот сумасшедший панч. Миды находятся в едином объеме, и фазоинвертор на них также один, настроенный на примерно 80 Гц. Усилители на фронт и частично на тыл у нас находятся за левой задней дверью. Это цифровые четырехканальники Pioneer серии GM. Очень компактные, очень
круто выглядящий. И вот, как показала эта система, очень стабильный и очень хороший звук с них. Далее у нас загадочное сабвуферное звено. Я про него могу сказать только, что это бандпасс 4-го порядка и 4 15-х сабвуфера. Компания Pioneer попросила не озвучивать пока, какие компоненты стоят в сабвуферном звене, ни сабвуферы, ни моноблоки. С задней правой двери у нас установлены точно такие же динамики, а что вы думали, другие будут. Справа у нас дистрибуция питания для усилителей, которые находятся с задней части. В принципе, вот сюда приходят 3 жилы с под капота, и все остальное уходит у нас на усилители. Показывать особо нечего, закрыто здесь все фальшью и перетянуто винилом. Но обратите внимание, конечно же, на внешний вид автомобиля. Ни слова я про это не сказал, но вы все уже, наверное, увидите. Очень стильно он оформлен в японском стиле, в тематике Pioneer. На бочинах у нас нарисован самурай будущего, такой очень стильный. И надписи у нас по бокам, которая по-английски написана Pioneer, обозначает Pioneer, а которые написано по-японски иероглифы обозначают у нас тоже Pioneer. Так, подожди, да не матерись ты, я снимаю уже. Сделай тише, не люблю громкую музыку. Магнитола у нас 5000-й Pioneer, я не буду про нее долго рассказывать. У нас недавно был обзор, посмотрите его по ссылке в описании. Ну или просто загуглите Pioneer Z5000, по-моему, называется, или X5000. Z5000 Z5000. Да, и вот, собственно, в салоне показывать больше особо нечего, кроме вот регулятор басов у нас здесь есть и огромное количество ремотов. Они здесь включают, выключают все. У нас стоит 10-канальный процессор в системе. Любое звено аудиосистемы выключается этими ремотами. Выключить мы можем абсолютно все. Можем выключить генератор, магнитолу, твиттеры, передние, задние, мидбасы передние, задние, сабвуферы вот и тыловые эти мид-сабвуферы. Да, все. Ля, камера работает. Прикинь, тут магнитное поле. Она думает, крышка открыта. Или крышка открыта. Блядь, она что, она открыта? Тигран, закрывай, батарейка сейчас сядет, пленка кончится. Давай, включай. Нет, сначала. Слышь, там эхо вообще хреначит. Слышал, да? Вот это она лупит. Прикинь, там если кто-то сидит, он в Да, меда убрать чуть надо. Сверху подрезать. Да. Бубнит немного. Ты машину завел? А если ее угонят сейчас? Я догоню. Они не успеют тронуться, потому что генератор включен. Мы догоним на Мерседесе, да? Сейчас начнется самая жара. Ну, тринашка лучше. Тринашка? Конечно, лучше. Она лучше всех, да? Она стабильнее всех. Она лучше, но чуть-чуть хуже. Мидбас хуже. Тут чуть-чуть больше мидов.
нахрена ты вот этого мужика вставил, а? Который Гектор орет. Ну нахрена он тут нужен? Ну так все было хорошо. А потом мужик начинает орать Гектор. Причем чисто по-ростовски. Гектор! Вон, смотрите, сколько денег отмыли. В смысле, парк построили, какой красивый. Здесь зритель сопереживает Гектору, которому надо выйти и получить пизды от Брэда Питта. Но такова древнегреческая мифология. Ничего не поделаешь. Сейчас правда Гектор выйдет, я чувствую. Сейчас Гектор выйдет, пизды даст всем. Гектор прибежит, да, сейчас? Вон уже, по-моему, идет Гектор. По-моему, идет Гектор. Тигран, а ты в фильме за кого был? За Гектора или за Брэда Питта? Брэд Питт, которому пятку стрельнули. Вот говно включилось, как всегда. Ну, потому что это ты жадный, не можешь заплатить за музыку ВКонтакте или купить нормальный себе Samsung и скачать нормальное приложение с музыкой. Да. Знаешь, что давай сделаем? Давай теперь повыключаешь ремоты и покажем, как какой компонент играет. Ну, просто для понимания, что у нас играют твиттеры. Вот сейчас попробуй одни драйверы включи отдельно. Только драйверы включи. Вот это вот... Сразу, да? Вот это адский звук от 500 Гц до хреново там сколько, 5-6 килогерц где-то. А теперь включи твиттеры включи. Теперь работают твиттеры. А теперь задние миды. А теперь эти миды. Yeah, that's what you're coming for. Drop you back to the door. It's getting late now, hang up. She sips a Coca-Cola. Миды эти находятся в едином объеме, и фазоинвестор на них я настолько привык уже прикалываться, что я уже реально его фазоинвестор называю. Сука. Громче! We'll be right back.
drugs, overdrive, noise, need loves, party people. Can you feel it? Rave is king. Dysfunction, noise, destruction, overdrive, dysfunction, noise, destruction, overdrive.